любая наша поломка, первичная, первопричина всего, так или иначе, если разобрать судьбу человека, она будет упираться в грудную чакру. Потому что таково развитие жизни человека. Все мы проходили определенный расклад воспитания, то есть вот этой социальной дрессировки. И все мы переживали эти психологические травмы на пути нашего взросления. Для начала сейчас я вам расскажу 7 признаков и показателей того, что вы имеете заблокированную грудную чакру. И каждый пункт — это как бы 1 балл. Так вот, если вы говорите «да, у меня вот так», это значит, что как бы на 1 балл сильнее заблокировано. И вы сейчас как раз таким образом сможете понять, на сколько баллов из 7 у вас является проблема. Максимальная 7 из 7 или наоборот, типа там 2 из 7. То есть первый момент. Если какой-то человек вот как будто бы проявляет как слабость, как вам кажется, и он не то что вот как бы как жертва постоянно ноет и ноет, а именно вот в моменте вот человеку тяжело, плохо, и он как бы, знаете, ищет как бы помощи, поддержки, а у вас при этом такая реакция раздражения, неуважение, желание отбрыкнуться от него, желание, типа, знаешь, как он какой-то как урод, который только портит тебе настроение и так далее. То есть, если ты такой, типа, в грудь берешь, мне никто не помогал, я сам поднялся, и ты, типа, поднимешься. То есть, вот такая вот черствость, жестокость, это показатель того, что ты имеешь уже 1 из баллов вот этой вот блокировки. То есть, функциональность этого сложившегося стереотипа и шаблона такова, что ты реально по жизни испытывал, начиная с детства, боль, тебе реально никто не помогал, тебе пришлось ожесточиться, стать твердым, мощным. Даже если ты была нежная девочка, теперь ты как бы такая прям твердая с ядром женщина, которая выживает, проживает, преобладает, потому что выбора нету, потому что никто по жизни не помогал. И вот ты на пути шаг за шагом побеждал, выгрызал, переехал из какой-то семьи там непонятной полуалкоголической, своего забытого какого-то Мухосранска, ты переехал все-таки в столицу, купил эту квартиру, поднялся, сделал все. Это как бы твоя заслуга, ты в грудь бьешь. И теперь логично, как бы, знаешь, такой некой справедливостью в том плане, что я же прошел этот путь, какого хера ты хочешь, типа, за мой счет это пройти? То есть это понятен принцип возникновения этой реакции. Но тем не менее, у человека, у которого нету этой грудной блокировки, он бы скорее вот в данном моменте бы отреагировал, ну, на пофигизме каком-то. Типа, знаешь, вот у него бы не было внутри вот это раздражение, гнева, желания ткнуть прям мордой в говно. Он бы такой больше, наверное, со состраданием, я тебе даже скажу, типа вот с сожалением, на пофигизме, типа, да, вот как бы, ну, блин, бывают такие ситуации, но уж точно не на агрессии, не на раздражении. То есть, если у тебя есть вот такая штука, вот эта ожесточенность, это показатель первый для того, что у тебя есть проблема блокировки, и что мы сейчас будем вот это снимать и выбивать это из себя, вырывать, отогревать, то есть это будет прям целевой шаг для тебя. Второй признак, так как вообще грудная чакра, я тебе объясню в 2 словах, как бы вот есть 2 шкалы, что ли, 2 пути любви к себе. Есть на второй чакре, на сексуальной, то есть это как бы принимание себя и знаешь, что ты котируешься в этом мире, котируешься среди других людей, тебя ценят, хотят, уважают, имеют понимание, что ты как бы величина, единица на второй чакре. Это как бы вот такое социальное, больше животное, знаешь, вот вынюхивание, принюхивание друг друга. Это вот такая любовь к себе как бы через социум. А есть любовь к себе как высшее принятие себя. То есть когда, вот допустим, вот я могу объяснить на своем примере, с первой вот этой сексуальной принятию себя у меня всегда было более-менее нормально. То есть я всегда как бы котировался, всегда себя любил и более-менее ценил себя. Я знал, что я могу понравиться девочкам и так далее, и так далее. А вот это вот второй метод и путь любви к себе, то есть принимание себя как есть божественной единицей, что ты априори, даже если не достиг чего-то в социуме, ты уже достоин многого в этой жизни, всего, потому что ты есть как бы частичка Творца. Любовь к себе, не макание себя, знаешь, в грязь по каждому поводу, а что ты тут не смог, а кто ты, а что, чего ты добился. Вот это все показатели, они говорят о том, что у тебя нет вот этого принимания себя абсолютного со стороны Творца, со стороны любви и так далее.
То есть, когда твои какие-то там близкие люди, знакомые, друзья, родственники и так далее пытаются с тобой поговорить по душам, пытаются поговорить о реально каких-то чувствах, там, боли или еще что-то, а ты взамен этого, знаешь, не подпускаешь к себе, либо отшучиваешься, либо сменяешь тему на какую-то там моду, деньги, погоду, то есть что-то такое поверхностное, то есть тебе больно и тяжело говорить об этом, потому что ты внутри наполнен болью, и ты как бы, знаешь, закрыл этот люк и надеешься, что он никогда не откроется, и вот это все страдание не вывалится оттуда. И ты поэтому как бы отшучиваешься, уходишь, ты не любишь об этом говорить, ты можешь различные маски одевать, говорить, что я тебе что там, нюсик-пусик, вот это об этом говорит, то есть это типа меня не интересует. Мужчина обычно прячется за то, что он типа такой, я мужик, что вы мне вообще тут пытаетесь это бабское навязать, да, а женщины тоже там могут закрываться и тоже на каком-то своем языке объяснять и рационализировать то, что это типа как бы не мое, что я более вот такой человек твердый, да, а на самом деле вот за этой твердостью, за этим типа героизмом, за этим неподпусканием идет боль, слабость и вот эти все моменты. Если вот человек параноидально боится, что его предадут, может проявляться по-разному. Чаще всего это именно проявляется в том, что это как бы вот в какой-то некоторой боязни измены, вот это вот может быть где-то контроли второй половинки. Или даже если не контроль, если он как бы себя держит в руках, то все равно это один из самых больших страхов. И человек вот как бы параноидально реально не может расслабиться, он боится, что его предадут, сделают больно, и вот как бы мир разобьется. Причина тому, что уже было множество до этого неудачных опытов, которые где-то в теле до сих пор какими-то импульсами, какими-то непрожитыми эмоциями живут. Просто ты их засунул на задворки своего подсознания, и как бы ты можешь даже уже об этой ситуации не помнить, о какой-то там первой любви, о каком-то там, знаешь, предательстве, подставе, о какой-то клевете в твой адрес от человека, которому ты доверился и так далее. Может, кому-то ты рассказал секрет, а вот это доверие твое предали и подставили, потом застыдили, или еще что-то. То есть существует определенно не одна такая комбинация, которая в итоге блокирует тебя, и ты теперь вот как бы закрыт, ты предпочитаешь никому ничего не рассказывать, ты предпочитаешь вообще вот как бы держаться, там особо ни друзей не иметь, ни знакомых не иметь, вот как бы как можно меньше давать методы, ключи от управления от себя как можно меньшему количеству людей, как можно меньше информации давать, чтобы минимизировать вот этот процент и вероятность того, что тебя кинут, обманут, предадут и так далее. То есть, если тебе стыдно, либо ты не можешь плакать. У меня, к сожалению, до сих пор существует, несмотря на все проработанные мои уже годы и так далее, проработок, блокировок и так далее, зажимов, существует. Потому что я пытаюсь вам это все показать для того, чтобы вы понимали, что я не идеал. То есть, я невероятную трансформацию прошел от себя, 1000% реализации, положения в социуме, достижений, книги, деньги. Это все да. И внутри, как человек, как качество, как и благотворительность и так далее, все это огромные проценты пройдены, все это стало на порядок лучше. Но я имею в виду, что в любом случае каждый из нас имеет более задавленные сферы, в которых прям совсем плохо было. И вот мы пытаемся их вытянуть. А какие-то у нас были более сильные стороны. Вот в частности, например, там сексуальность у меня более сильная сторона. И в итоге, когда я сейчас ее прокачал, она у меня вообще невероятно сильная на уровне топового, самого мирового уровня. Здесь вот в грудной есть более такие проблемки. Но, опять же, я для чего вам это говорю? Чтобы вы сравнивали не себя с кем-то, а себя с собой, тем, кем вы становитесь. Потому что это очень важно. Потому что мы все рождаемся неравными. У кого-то здесь, скажем, сразу же 10 единиц, а у вас было 2. А вы хотите стать вот таким же, как он здесь. Все птицы рождаются разные. Есть совы, есть чайки, есть воробьи, есть голуби. Я не могу представить, чтобы голубь страдал от того, что он там не чайка или нет. Он живет своей жизнью. Все люди, а это как те же самые биологические существа, но по факту внутреннем мире, цели нашего предназначения здесь мы все очень сильно различаемся. И лишь социум вас запутал и навязал вот эти вот картинки какие-то инстаграмные, к которым вам нужно, типа шаблоны, к которым вам нужно стремиться. А я хочу, чтобы вы полюбили себя. И вы получитесь не мной, не какой-то там своей мамой, не братом. Вы получитесь с собой. И это будет самый прекрасный человек, потому что это социум уродует, делает болью, психотравмами, прессингом, делают вот это вот все, что получается в мире. Все плохие качества, все какие-то преступники, маньяки. Это же не творец сделал, это сделал искалеченный социум плюс боль.
А выпуская эту боль, избавляясь от нее, исцеляясь, вы будете приходить к настоящей версии себя. А настоящая версия будет автоматически и уважаемая в социуме. Вас будут любить, ценить, потому что у вас будет вот эта искра, настоящесть, понимаете? Вот будете то, кем вы есть. Вы будете харизматичны, но не так, что типа как оратор на сцене, а по-своему, через свою прелесть, через свою кто-то скромность, кто-то через свою какую-то дурашливость, кто-то через вот именно то, кем ты есть, через свою бусинку, через свою жемчужину. Вот это четко я хочу, чтобы вы усвоили здесь и сейчас. И поэтому, допустим, если возвращаясь к этой теме, то да, возможно, у меня есть вот эта вот немножко излишняя такая, знаете, немножко сдержанность и мужественность в том плане, что там мужчина не плачет. Но именно эти качества, в том числе, помогли мне быть сильным и пойти вопреки общественному мнению, вопреки переехать там в Европу, помогли мне открыть эти знания, когда не обучаясь, вот знаешь, как дурачок, все как будто из одного учебника все берут и потом пересказывают друг другу, а взглянуть на мир самому, смело, как оно есть, идти в открытие, идти в эксперименты сам с собой, где-то в ошибочные, в страхе, все было, но эта сила мне позволила прийти и теперь делиться этим с вами, то есть я прошел этот путь и теперь могу поделиться с вами. А будь я такой более мягкий, рыхлый, я бы не смог пройти этот путь. Поэтому вы должны здесь и второй момент усвоить, что ваша покалеченность — это ваше не уродство, а в том числе это ваша и сила. Просто нужно теперь вот эту как бы силу оставить, вот этот опыт пережития оставить, а то, что вот вас отравляло, мучило, исцелить. И получится как бы, знаете, как сталь, которую засунули под высокую температуру, и она стала теперь углеродистой сталью, то есть она стала более закаленной сталью, менее ломкой, более гибкой. Вот то же самое делаем сейчас мы. Мы берем тот опыт и благодарны тому, что с вами было. Мы не плачемся, не делаем из себя жертв, типа, ой, мы родились, никто меня не любил, там семья алкоголики и так далее. Это все окей, это было и было. От этого мы получили корсет, ядро. И теперь просто это ядро мы исцелим, это будет самый сильный, самый мощный человек, который будет нести пользу миру. То есть, когда у тебя на протяжении вот жизни всегда вот эта тяга к контролю, тяга к переживаниям, тягу раздувать из мухи слона и так далее, вот это вот все идет и говорит о том, что у тебя блокировка грудной чакры. Потому что, когда мы любим, мы как бы доверяем. И доверяем не только человеку, но в том числе миру и Творцу. Мы, то есть, живем с этой любовью. Там, где есть любовь, там не может быть страха. Это как бы противоположные вещи. Соответственно, человек, у которого постоянная тревожность за своих детей, как бы что-то не вышло, как бы тут не получилось, а как вот тут, а как вот так. Это значит человек, который не живет в гармонии и в любви. Он пытается засунуть свои руки везде, все проконтролировать, на самом деле не понимая, что он все равно ничего не контролирует. Просто он себя изводит. И вот когда мы сейчас проделаем ближе к концу этого занятия практику, то ты ощутишь внутри себя, что тебе хорошо здесь и сейчас, и у тебя нету тревоги, у тебя нет навязчивых мыслей. Потому что в том числе, если мы уж о том говорим, то навязчивые мысли, они не просто в голове отдельно. Это прежде всего зажимы в той области, за которые отвечают эти мысли. И соответственно, если мы говорим о грудном центре, то вот этот вот этаж именно груди, вот здесь у нас осели напряжения, зажимы, как пережитые психотравмы. И когда мы их отсюда физически уберем, у нас автоматически изменятся мысли. В этом и заключается суть другого взгляда на человека, что мы не работаем через медитации, мы не работаем там через какие-то, знаете, образные энергии. Мы, так как физические люди и находимся в физическом мире, мы идем от нашего физического тела. Прорабатывая его, мы здесь и сейчас освобождаем вот эти вот застрявшие импульсы. И, соответственно, мы получаем здесь и сейчас изменившиеся мысли и открытую энергетику. Если у тебя идет очень сильное желание отомстить, то есть вот такой прям эмоциональный гнев, то есть неважно, тебя спровоцировали, вот ты почувствовал вот эту несправедливость, боль, и у тебя желание мстить, желание вот это, как вы смогли, это несправедливо, и вот в таком духе это все. Это говорит о том, что, во-первых, у тебя очень сильная изначальная амплитуда и развитие грудной чакры, потому что человек, у которого изначально по природе от Творца не очень сильно дана вот энергетика этой чакры, то он как бы испытал определенную боль,
ну и как бы оно не стоит свеч, он как бы это чувствует, понимаешь, то есть у него нет вот этого вот переполнения эмоций. А человек, у которого есть это изначально очень сильная амплитуда, то есть он во всю эту амплитуду чувствует вот эту боль, она буквально взрывает все и захватывает все, как грибок вот этот атомный, понимаешь, и захватывает уже и аджну, и все чакры, он готов мстить. Поэтому особенно это будет как бы усилено, если у человека будет слабая аджна, то есть если у него будет вот эта вот чакра третьего глаза, если она у него будет сильная, то он, у него будет скрипеть, ему будет как бы хотеться, но он возьмет себя в руки и такой скажет сам себе, типа, нет, оно не стоит того, свеч не стоит, это мне невыгодно, я сейчас наломаю дров, потом пожалею, то есть он может себя взять под контроль. То есть ты не можешь сделать другому человеку плохо, не пропустив это плохо через себя. Допустим, мне это не свойственно, потому что у меня, во-первых, развита 6-я чакра, я всегда вот живу по принципу выгодно-невыгодно в том числе, а во-вторых, все-таки у меня амплитуда не очень большая была, и поэтому мне как бы было всегда не понять, зачем люди мстят, почему. Но со временем, опираясь на клиенты, на практику, я начал замечать, что чем более человек именно эмоционален, амплитуден, чаще всего это касается, кстати, девушек, мстят чаще всего девушек, потому что они очень эмоциональны, менее логичны, больше подвержены эмоциям. Отсюда мы можем сделать вывод, что самое худшее в своей жизни, что ты можешь поступить, вот если ты парень особенно, это связать свою жизнь, вот то, что я называю, с дешевой девушкой. То есть это та, которая... Дешевая, это значит, что она тебя приведет не к чему-то дорогому в этом мире, то есть к какому-то развитию, а наоборот к обесцениванию себя и так далее. То есть вот у меня был, допустим, такой клиент, ему было там 33-35 лет, то есть в самом рассвете сил. Человек дошел там до майора, то есть все, он служит, у него все получается, он перспективный, идет вверх, то есть видно, карьера складывается, все получается, он желанный и среди других женщин, и как бы мужчины уважают, и карьера строится. Связался с женщиной, через 10 лет, вот он пришел ко мне, скажем так, в наследстве, да, за эти 10 лет, он из майора, наоборот, понизился до какого-то уже более лейтенантского нижнего чина, то есть не вырос, а наоборот упал, и с алкоголизмом, прибухивающий каждый день и так далее. То есть, понимаешь, нет ничего хуже, чем связаться вот с женщиной, которая живет именно эмоциями, никакой вот как бы не логикой, и вот здесь закрыто, и здесь боль, потому что она будет вот это все на тебя наливать, раздавать и мстить тебе за какие-то проявления, за то, что ты ей где-то что-то не додал, не так, как она это себе видела, и она будет и в угоду вот этой вот мести, будет и себя хоронить, и тебя хоронить, и все. Поэтому это очень важно. Мы на то и рассматриваем эти все чакры не как какое-то отдельное, какое-то йогическое знание, где ты должен сидеть в пещере и возвышаться. Мы это все и рассматриваем с точки зрения нашей жизни, того, что происходит здесь и сейчас, с того, что почему ты здесь находишься на этом месте, почему ты не можешь вырасти, почему у тебя здесь проблемы, как это связано с психологией. Вот он, настоящий другой взгляд на человека, когда все эти в комплексе вещи, вот она, энергетика забита, чакра закрыта, в психологии будут вот такие-то прогоны, проявления, а здесь же в физике, то здесь будет определенного рода процессы на уровне физического тела. Вот таким вот образом прям буду показывать, и здесь вот нервные окончания, и здесь это вот так вот происходит, и пережимает вот здесь вот тело, и происходит такая-то реакция. То есть, понимаете, я буду вам давать и в этом плане, и с точки зрения буду вам объяснять. Вот если у человека, например, будет разблокировано вот здесь, а заблокировано, например, в животе, какой этот тип человека получится? К чему он будет склонен? Вы будете узнавать и видеть в своих друзьях, знакомых, вы будете как бы портрет, классификацию видеть, вы будете знать, что ожидать от него, как он будет поступать, как с таким человеком взаимодействовать, чего от него не ждать, чего ждать. Это как бы дополненная реальность. То есть ты будешь видеть эту жизнь не случайным образом, а будешь понимать пошагово по алгоритмам, что происходит, почему, как тебе здесь поступить, потому что ты будешь видеть этот мир именно через систему проявления физического, проявления психического. Ты будешь видеть, что человек по улице идет, и как он ставит ногу, и что это, почему это происходит. То есть представляешь, насколько глубоко? Человек идет по улице, он ставит ногу немного не так, как я покажу, а это означает, что у него есть блокировка сексуальности, у него бедро вот так вот, и поэтому у него стопа вот так вот. То есть я буду вам показывать такие закулисья, такие лайфхаки, которые вы никогда нигде просто не найдете и не будете даже думать, что такое существует. А благодаря этому ты просто бац, считал, по глазам увидел, ага, все, это
эта женщина, эта девушка, с ней нельзя строить отношения, потому что у нее глаза стеклянные. А глаза стеклянные говорят об обиде на отца. А обида на отца будет проецироваться на тебя, как на жениха, соответственно, ничего не получится. То есть представляешь, насколько это важно? Это можно годы жизни сэкономить, это можно свою судьбу спасти. Это как вообще вы без этого живете, я не понимаю, вслепую, вот что глаза закрыть без компаса. Это нереально просто. И поэтому у меня в жизни все получается, потому что я иду не вслепую, а знаю, куда иду и зачем иду. А у вас это получается просто вот, как знаете, как корабль плывет, течение ведет, вот куда вас ведет, туда вы и приплываете. Поэтому трудно просто переоценить ценность этих знаний, потому что это одно из самых важных вообще, что может и сделать каждый должен с собой человек. Часто, регулярно вот у тебя на душе как бы какая-то, знаешь, печаль, грусть, меланхолия, то есть вот какие-то вот такие вот полудепрессивные, пусть даже чувства, но они как бы болят, то есть ты прям чувствуешь, что вот тебе внутри грудь болит, то есть тебе как бы вот плохо немножко, да, но ты это ощущаешь. Это плохо, безусловно, это говорит о блокировке, но я могу тебе порадовать и дать немножко оптимизма в том, что это лучше, чем ты не чувствуешь ничего. То есть это говорит о том, что вот смотри, есть градация психотравмы. На первом этапе у тебя вообще все хорошо, ты в принципе живешь, но где-то чуть-чуть беспокоит. Потом на серединном этапе вот то, что у тебя сейчас, то есть какое-то проявление грусти, боль, какое-то чуть недовольство, несчастье. Но это то же самое, что прикинь, у тебя как бы есть ранка, и вот эта ранка болит. А потом, получается, последняя блокировка, последний этап, это когда, по сути, вот эта рана из активной превратилась просто в сухой засохший шрам. То есть оно уже и не болит, потому что все, уже даже потеряло надежду на изменения. И просто превратилось в безжизненную соединительную ткань. Вот то же самое это происходит вот по аналогии с вашей душой, с вашей чакрой и так далее. То есть если есть эта боль, это лучше, чем такие люди, которые, например, ко мне приходили на сеансы, которые ничего не чувствуют, понимаешь, ничего. Ну, удивительно, это, по сути, как бы уже не человек, а зомби. Ну, то есть, представь, ты все только через логику, все только через какие-то осознания. А это тебя радует? Нет, не радует. А тут ты чувствуешь? Нет. А вот это вот что? Да нет, не чувствую. То есть, это все. Это как бы просто кукла ходит, а души уже нету, психики, души, чакры, все закрыто. То есть, попробуй вот из такой ситуации выбраться. Вот это вот очень тяжело. А то, что если у вас болит, это хорошо. Это мы исцелим очень даже легко. И даже если у вас вот уже совсем вот самая худшая уже степень, все равно мы будем оживлять. Я проходил и не такое. И сам на своем примере у меня было все тоже очень плохо. Очень плохо. Лет 10 назад такие ямы, что я просто уже не понимал, кто я, зачем я, почему я и вообще что со мной, нахрен я вообще родился. И такая пустота, и такое непонимание, за что браться. И вот полное непринимание ни себя как личности, ни того места, где я нахожусь. Полная запутанность. И можно выйти отсюда, если просто взять правильный курс. Вы не то использовали и не так использовали. Итак, получается 7 пунктов. То есть вы сами сейчас подсчитаете, посмотрите и поймете степень, насколько для вас это серьезная проблема, насколько у вас баллов заблокирована грудная чакра. Дальше, что я хочу очень важное вам сказать. То есть вообще каждая зона, каждая чакра и так далее, они все снимаются и прорабатываются уникальными подходами и методами. То есть я вам сейчас объясню, чтобы вы понимали просто, как это работает. То есть, например, грудь. Что такое грудь? То есть вот грудь — это любовь. А что является противоположностью любви? То есть противоположностью любви является боль. То есть боль является ядом, которое закрывает грудь. Соответственно, для того, чтобы восстановить нам работу чакры грудной, нам нужно использовать антидот. То есть нам нужно использовать то и таким образом, и в такой мере, технике и подходе, что нам будет эту боль выдавливать, а вместо нее запускать любовь. Но, например, если мы возьмем манипуру, третью чакру, то там у нас социальный вот этот успех, преуспевание и так далее. Соответственно, там у тебя не получается, потому что там много вранья себе и неверных установок, которые в тебя закинули. И если ты там подойдешь с таким подходом, как к груди, но к животу, ничего не получится, если едва ли не хуже будет. Потому что ты будешь врать себе, уходить, пытаться там выпускать, и только зайдешь в сторону жертвы, в сторону жаления себя, вранья себе и так далее. А там, наоборот, клин клином вышибают. То есть там то вранье надо перезаписать правдой. И там абсолютно противоположный подход к проработке этой чакры. Понимаете, о чем я вам говорю? О том, что нужно обладать всей полнотой картины и видеть, где с психической стороны, где с физической, где с энергетической. Именно поэтому не работают все классические методы и представления там в медитациях или еще что-нибудь в таком духе, потому что это слишком узкая грань. То есть ты сидишь в медитации и воздействуешь, а ты не можешь. Тут нужно физически
практически через тело подойти к вопросу и вырвать это все. То есть совершенно другой процесс, инструмент. Это как, знаешь, где-то для того, чтобы дом отремонтировать, где-то нужна пила, где-то молоток, где-то дрель, где-то там шпатель, чтобы стены зашпатлевать. То есть ты не можешь одним инструментом сделать весь дом, он не будет работать, не будет это все вообще правильно происходить все. То есть вот я хочу, чтобы вы четко начали понимать, что человек состоит из 3 граней, из вот этих вот зон, секторов, чакр, с которой нужно с каждой подходить индивидуально и просто вот воспринимать с нуля. То есть то, что я сейчас вам говорю, я прошу, чтобы вы воспринимали с нуля, не через какие-то там призмы, я это знаю, я это слышал. Нет, ребята, здесь не бывает мелочей. От этого зависит ваша будущая жизнь, от этого будет зависеть, насколько у вас получится раскрыть себя, вернуть себя, выпустить эту боль и так далее. Это же самое важное. Поэтому я делюсь своим методом, который уже за годы под ключ оформился. Вы просто не выдумывайте, не усложняйте, просто возьмите как есть все и повторите. И все у вас будет замечательно. Дальше еще очень-очень важный момент, который перед непосредственно практикой вам нужно понимать. И, соответственно, вот взгляните на экран. То есть этот человек, вот это его корсет тела, просто кости. Все, что движет нами и делает из нас человека, по сути, это наша нервная система. То есть вот эта вот система проводов, система нервных окончаний. То есть мозг что-то придумывает, посылает импульс туда, обратно. То есть по этим нервным окончаниям в том числе идет и любая мысль наша. Потому что мысль — это не что иное, как именно импульс электрический. Соответственно, на протяжении всей нашей жизни с нами происходили определенные ситуации, определенные эмоции, определенные какие-то планы, разочарования и так далее. И вот эти все импульсы, которые гуляли по нашей нервной системе, они застревают вот в этой прозрачной ткани, которая называется фасция. То есть фасция — это как некоторый такой комбинезон, который обтягивает каждый наш орган, каждое все. И это не просто безликая, глупая ткань, а эта ткань живая. То есть, например, если ты что-то где-то испугался или что-то произошло, то есть автоматически эта ткань сжимается. А если вот этот страх, стресс или плохая эмоция, плохая ситуация, если они были очень-очень сильные и длительные по времени, то они так и остаются в нашем теле и зажимаются. И это получается уже зажимы. И вот эти зажимы, вот мы в частности сейчас будем работать с грудью, то есть прям на уровне вашей груди, там находятся прям ткани напряженные, которые в себе содержат вот эту боль, эмоции и воспоминания того, что вы прожили. То есть вы думаете, что ваша проблема находится как бы в мыслях, в голове, то есть ваши какие-то там переживания, боль, плохие воспоминания. То есть вам кажется, что это в голове находится и хранится. Но оно на самом деле в голову лишь приходит и осознается, а хранится именно на уровне тела в той области, с которой мы собираемся работать. То есть непосредственно вот сейчас, что мы будем работать? С нашими болью, с нашими какими-то разочарованиями, предательством, сильнейшими страхами. То есть любое сильное чувство, которое так прям пронизывало. Панику, шок, истерику. То есть это все хранится вот сейчас у вас в груди. И когда мы это все выпустим, так как я покажу, то есть у вас здесь и сейчас будет высвобождение этого. У вас в процессе будут идти слезы, у вас в процессе будет меняться дыхание, у вас будет здесь и сейчас проработка прям происходить. То есть мы будем выпускать эту боль из этой фасции, из ткани, прямо из тела, и чакра будет открываться. И последний момент, который хочу добавить, что вот видите, получается вот эта вот фасция, она как внешний, есть комбинезон, получается, оно прям обтягивает как бы нашу внешнюю часть, то есть вот грудь, например, и все под кожей у нас сразу же идет фасция. Но помимо этого, помимо вот этой фасции, которая как бы называется поверхностная, то есть она наверху, существует еще глубинная. И то есть ты не можешь своими руками, пальцами засунуть, продырявить свою грудную клетку и уйти вовнутрь. Поэтому мы будем для этого использовать разные типы инструментов. Для поверхностной одни, для глубинной другие. И вот сейчас, когда вы получили вот эту теоретическую подготовочку, мы сейчас все в моменте прям начнем прорабатывать. От вас сейчас требуется, чтобы никто вас не беспокоил, тишина, удобно усесться в любимом кресле и настроиться то, что я вам буду показывать и говорить. Итак, ребят, смотрите, то есть вам нужно удобно разместиться, чтобы вас никто не отвлекал, потому что мы сейчас будем настраиваться и идти в глубину. Как я вам уже говорил, что грудь блокируется болью. То есть вот эта боль, она прямо сейчас здесь и сейчас находится вот в фасции, в этой ткани,
в виде застрявших импульсов и отравляют вашу голову, закрывают ваши чакры, то есть создают все вот эти проблемы. Наша работа сейчас будет происходить в 2 этапа. На первом этапе мы будем вытаскивать из того, что у нас есть вот эту боль, мы будем ее вытаскивать из себя, то есть замещать боль, меняя на открытую энергию, на любовь. А на втором моменте, на втором этапе мы будем закачивать туда чисто уже энергетику, то есть раскрывая, делая максимальный уже прогрев и уходя вглубь. Потому что, как я вам говорил, фасция, она делится на поверхностную, которая вот прям поверх нашего тела, и глубинная, до которой мы даже руками дойти не можем, но мы можем там благодаря одной технике уйти вовнутрь. Я вас это покажу и научу. То есть на первом этапе мы сейчас будем вытаскивать боль из своего тела. Наш мир устроен вот таким образом, что если тебе что-то дано, то, соответственно, тебе дано это и починить возможность. То есть из-за того, что ты такой ломкий, из-за того, что ты чувствуешь остро мир, тебе дано возможность и также остро и умело починить сам себя. Просто тебе об этом никто не говорил. И то есть то, что я тебе сейчас научу, это позволит тебе не только в будущем справляться с любыми стрессами, проблемами и так далее. Это и вытащить позволит тебе всю ту боль, которую ты пережил. А для этого тебе нужно подключить все те навыки, которые тебе даны. То есть высокая чувствительность, высокое погружение в себя и тонкие чувствующие ладони, руки, пальцы. То есть для начала давайте вот начнем с такой как бы азбуки. Возьмите свои ладони и просто вот так вот их для начала потрите друг об друга. Разогрейте их. И когда вы их разогрели, просто вот не дышите даже, лучше не дышите. Вот как бы наберите немножко кислорода и замрите. И пытайтесь вот их свести друг к другу и почувствовать, вот я на данном этапе почувствовал, определенное притяжение. Все. То есть как бы магнитные такие, как знаешь, как магнит к железу коннектится. Так же самое и тут. То есть вот ты не дышишь, и все, и ты чувствуешь четко вот в этом моменте у меня руки, как будто их друг к другу держит какая-то невидимая нитка, которая с левую руку с правой. И то есть для того, чтобы мне их оторвать теперь в сторону, я уже чувствую, что я преодолеваю напряжение. То есть они как склеились вот так вот на расстоянии друг с другом. То есть ближе я могу, но дальше они уже как бы не хотят друг друга отпускать, они склеились. Попробуйте ощутить вот это вот состояние как бы напряжения определенного шарика, определенного вот что-то вакуума между вот вашими ладонями, вот этого магнитного поля. У кого-то это может быть ближе, у кого-то может быть прямо вот здесь вот так вот почувствоваться. И чем ближе, кстати, ты начинаешь соприкасать ладони друг к другу, например, вот до такого уровня довел, то здесь уже прям начинает колоть, щекотать, немножко вот как будто кислинка в руках, так знаешь, как это, вот такое вот чувство, то есть оно начинает уже прям, знаешь, как будто ты реально что-то сдавил, какой-то шарик невидимый, и вот он прям начинает, знаешь, вот как бы распирать твои ладони. И вот попробуй так назад чуть-чуть развести их обратно, и ты чувствуешь, с каким сопротивлением они идут. То есть прям как стену, такой, как знаешь, как какой-то эластичный жгут, который прям такой достаточно твердый, и ты его вот еле-еле обратно оттягиваешь. И обратно вот на этой гармошке поиграй. И обратно пробуй оттянуть. То есть ощути, что мы не просто физическое мясо, что у нас есть эта энергетика, аура, магнитное поле. То есть и существует это невидимое глазу, но очень даже легко чувствующееся ладонями. То есть это не является непосредственно техникой для того, чтобы проработать боль и так далее. Это просто для того, чтобы ты немножко почувствовал, поверил немножко в себя, понял, что вообще, ага, это существует. Потому что далее мы сейчас пойдем на проработку уже непосредственно в теле, где твоя рука будет не с рукой взаимодействовать, а с этой областью, с областью нашей грудной чакры. И поэтому вот это вот ощущение, понимание, что эта энергетика существует, сейчас тебе пригодится вот здесь, вот в этой груди. Что мы делаем? Вот представь, что твои пальцы — это раскаленные прутья. То есть вот как будто это не просто пальцы, а вот представь, что вместо них у тебя железные, такие как палки, прутья, которые раскалены, знаешь, аж вот таким вот, да, вот такой высокая температура, они аж такие накаленные, аж такие желтые, разогретые, такие 1000 градусов каждый палец. И представь, что будет, когда вот эти 1000 градусов, вот этот раскаленный прут, засунуть в такой брусок, в слиток масла. Что оно будет делать? Оно просто пройдет
даже не заметит вот это вот масло, да, потому что вот эта высокая температура, она просто расплавит и все. Так вот, по аналогии, твои пальцы — это вот эти раскаленные прутики, а вот это масло — это и есть то напряжение, те напряженные ткани твоей груди, которые в себе сейчас содержат вот эту всю боль и напряжение. Поэтому смотри, что мы начнем, с чего мы начнем. Мы берем вот так вот пальцы обоих рук. Можешь одной руки, можешь обоих рук, как тебе удобно. Можешь, как, допустим, только с правой. Я буду делать сразу же двумя руками. Ставишь вот эти вот пальцы вот так вот на середину грудины. Закрываешь глаза. Своими зрачками ты немножко как бы держишь более поднятый вверх. То есть как бы ты расслаблен, но отпустил как бы голову, зрачки немножко расфокусированы и больше склонны как бы идти вверх. Вдохнул, выдохнул, расслабился прежде всего. То есть мы сейчас будем все, что делать, мы это делаем не из физического состояния и не из физического тела, не из напряжения, не из такой типа, надо что-то делать, такая напряженная задача. Мы прежде всего уходим как бы в некий такой расслабление, в некий самотранс. То есть мы просто должно нам немножечко быть легко. Мы идем в эту игру, мы идем открывать новые для себя ощущения, новые спецспособности, то есть новое волшебство. Вы сейчас станете просто человеком, который ощутит и научится делать то, что не умеют 99,9% людей в мире. То есть мы ставим пальцы. Пальцы, опять же, не надо вот так вот напрягать, не надо. Все должно быть очень расслаблено. То есть каждая часть нашего тела и в теле, и в пальцах должна быть расслаблена. То есть вот мы поставили эти пальцы. Ставим сюда. Вдыхаем, выдыхаем. И вот пробуем представить, как эти пальцы просто входят в нашу вот эту грудную клетку вовнутрь. Не держите в голове тот факт, что типа, да как это так, пальцы, а тут тело, тут грудь, как они туда войдут. То есть вы таким образом сами себя заблокируете как бы вот это вот на ментальном уровне штуку. Вы не физически будете заходить туда, а энергетически, понимаешь? А пальцы энергетически могут легко и просто зайти туда. То есть вот смотрите, закрыли глаза, делаем. Расслабились. Получается, на физическом уровне наши пальцы, они как бы вот не просто такие, как сосиски, колбаски, просто положил. Ты как бы их поставил, и они где-то на 4 из 10 все-таки упираются в тело. То есть в тело они все-таки упираются физически. Но они, понимаешь, вот как бы упираются вот так вот в стенку, и дальше на уровне мыслей ты идешь глубже. То есть вот смотри, можно физически идти. Вот смотри, что значит физически? Это когда вот, например, это 10 из 10 я уперся. То есть я чисто физически очень жестко засунул палец туда, и он аж вот здесь аж согнулся, потому что он не может пройти. А 4 из 10 это когда ты, да, упираешь ее, и видишь, чуть-чуть наклон как бы идет пальца. Но дальнейшее, когда ты почувствовал сопротивление, дальше ты начинаешь давить не физически, а больше силой мысли и энергетически. Больше ты как бы туда проникаешь, понимаешь? То есть физически ты палец упер, а дальше ты как бы вот в голове своей туда, вовнутрь, растворись. То есть сделай так, чтобы эти пальцы погрузились туда, и не просто погрузились, вот именно типа продавить, а чтобы они слились. В идеале ты ставишь пальцы на грудь, и у тебя должна потеряться граница между пальцами, грудью и телом. То есть должно просто произойти одно слияние. То есть одна какая-то теплота. Как бы руки должны как бы онеметь и немножко подисчезнуть. А должна вся сфокусировка внимания уйти вот на этой области именно. И понимаешь, то есть ты в идеале должен стать управляющим как бы внутри своим телом. Не руками даже, а просто вот ты соединил руки туда, и ты просто напрямую тканями тела управляешь. То есть вот это вот самая высшая цель, к которой мы стремимся. Вот попробуй сейчас закрыть глаза и со мной побыть там. Расслабьтесь, расслабьтесь. Физически вы должны быть полностью расслаблены. Челюсти, все отпустите, стеките, как бы стеките телом, просто стеките. Еще раз хочется вдохнуться, вдохните.
Не требуйте от себя этого вот подключения, не требуйте от себя, что вот здесь и сейчас. Отпустите. Ваша задача просто кайфануть. То есть даже если у вас первый раз это не получится, мы просто открываем новый мир для себя, мы просто открываем удовольствие. Если факт того, что будет расслабление, факт каких-то интересных новых ощущений, это уже достаточно. То есть не делаем на себя ответственность, не накидываем лишним. Вот у меня произошло подключение. То есть что такое подключение? Сейчас я вам объясню. Очень приятно даже лень с вами разговаривать, когда ты заходишь в это состояние. Ты хочешь там находиться, потому что это прежде всего очень сильно приятно. То есть что такое подключение? Смотри. Когда ты ставишь просто руку на тело, ты поставил, и подключения нету, то когда ты в сторону руку проводишь, то она просто спокойно проводится. То есть потому что ты просто поставил руку, просто поставил на тело, никакого подключения нет, поэтому пальцы просто скользят, как обычно, пальцы по телу. Но если ты сможешь сделать подключение, сейчас ты увидишь, что получится. Вот, произошло подключение. То есть подключение ощущается как магнит. То есть, что пальцы замагнитились к телу. То теперь, когда я, веду, что происходит. То есть они еле-еле и с сопротивлением и ткани тела приклеиваются к пальцам. И ты непосредственно, получается, уже не можешь вести вот так, просто как без подключения. Ты можешь поверху водить. Но когда ты подключился, то пальцы, они прилипли к телу. И ты уже не можешь, водить, что происходит? То есть ты делаешь, а ткани слиплись с пальцами, и ты, получается, ткани за собой двигаешь. Вот это процесс подключения, это очень важно. И чем сильнее будет это подключение, тем ты как бы больше станешь одним единым целым и сможешь прям вовнутрь залезть твоими руками, и они слипнутся с телом, превратятся как бы временно в одно целое, и ты сможешь управлять телом. То есть, условно говоря, когда ты делаешь, например, массаж, приходишь куда-то в массажный салон, то они из-за того, что не обладают вот этими техниками, навыками, они просто возят по телу. И тело, так как оно чувствует, что вот эти вот руки чужие, оно не подпускает, и то есть становится как бы защищается. То есть тело, наоборот, напрягается, и на прикасание к себе оно четко разделяет. Вот это вот мое тело, моя спина, допустим, а вот это вот руки массажиста. И поэтому как бы они не получается не проработать ни напряжение, ничего, потому что ты просто поверху елозишь. Но если произвести вот это вот подключение и сделать единым целым, то тело расслабится, потому что оно потеряет границы, где руки массажиста, а где собственная спина. И просто ты напрямую уже можешь делать все, что угодно с телом, потому что оно воспринимает твои руки как продолжение, как часть единого, понимаешь? И ты можешь уже делать как глиной, лепить все, что угодно, любое убирать напряжение, любое там убирать какие-то сколиозы, даже какие-то вещи, которые говорят невозможно. А оно невозможно, потому что оно напряжено и не подпускает. А когда ты сделал подключение, стал единым целым, ты можешь изнутри это все прям распускать. И возможности там вообще не ограничены ничем. Возвращаемся. Ставим пальцы и пробуем уйти вот в это подключение, погружение. Ты можешь, когда вот расслабиться, как бы вдохнуть, выдохнуть и не дышать, пробовать. А потом потихонечку вот так вот носиком совсем потихонечку набирать воздух. Дышать как бы украдкой так немножко. И смотри, что получится. Если ты делаешь все правильно, то очень сильно идет у тебя подключение. И пальцы как бы вот видишь с двух сторон вот так вот грудины, они как бы обе приклеились. Это справа, а это слева. Две руки, каждая к своей стороне. И априори под действием силы тяжести своих рук, руки-то как бы вниз тянут, они хотят обмякнуть, обвиснуть. А у тебя здесь произошло подключение, то есть ты прилип. И получается ты как бы что делаешь? Ты, по сути, растягиваешь свою грудную клетку вот так вот в сторону, как баян. Как баянист растягивает вот эту кожу, как я не знаю, как называется, вот это вот внутри самого баяна, вот эти гармошку вот эту.
И то есть получается то же самое здесь. Ты из-за напряжения, боли и зажимов, то есть тебя вот так вот прогнуло, тебя как бы напрягло. А ты теперь в обратную сторону выворачиваешь это все. Как цветок раскрываешь, делая шаги к открытию чакры. То есть твоя задача пальцами погрузиться вовнутрь как можно глубже и как бы прилипнуть. И под действием силы тяжести собственных рук оно будет как бы идти туда вглубь и слиплось. И так как руки падают, то есть ты, получается, вот так вот будешь как бы вот так сам непроизвольно, не напрягаясь, вот такие вот как бы движения будешь делать, вот так вот раскрывая грудную клетку. Также прислушивайся, тело начнет тебе подсказывать само. Типа оно чувствует, ага, вот тут вот в этой точке прям более напряжено. Ты можешь как бы пальцы чуть-чуть переставить туда, навести прям туда и вот там вот так вот дать на эту как бы шишечку, на эту какую-то точку. Потому что дело в том, что твоя грудь, она была как бы ровная, все было там нормально. А потом ткани, напрягаясь, они как бы слипают и делают перекосы. И вплоть до того, что, знаете, вот есть такое понятие гранитный камушек груди, допустим, в народе такое говорят. Это как раз о том и говорят, когда ткани, они же не только здесь, грудь это и вот здесь, вот здесь, вот здесь. Обычно как раз любовные все истории оседают непосредственно как бы вот больше в этих областях. И там прям такие, как внутри, как шарики такие есть. Болючие очень сильно, если их вот ущипнуть, там просто в глазах искры. И вот таким образом вот это напряжение, оно как бы капсулируется и скомкивается. И ты как бы наоборот, получается, туда погружаешь и можешь их проработать. Но это чуть позже мы будем делать. Просто сейчас я тебе говорю, что о том, что ты, например, чувствуешь, ага, вот здесь какой-то как нарост. И ты прям чувствуешь, вот так вот пальчиками ведешь, здесь более-менее ровно, здесь более-менее ровно, а тут такой какой-то, как знаешь, как мозоль, как будто, знаешь, какой-то грибочек такой нарост. Прям на кости как будто что-то есть. Вот это и есть вот эта ткань фасция, которая слиплась. И каждый вот такой нарост – это боль, психотравмы. Это психотравма из детства, какое-то пережитое, невыпущенное воспоминание, которое несет в себе боль. И теперь эта боль оттуда подает сигнал, который приходит в твою голову, и ты ее в своей голове осознаешь как мысль. А на самом деле оно не в голове мысль, а просто пришел импульс, а ты его как бы там осознал. И когда ты отсюда уберешь, то к тебе в голову и перестанет приходить вот эта грязь, депрессия, боль и так далее. И ты начнешь просто как в детстве жить полной грудью, без каких-то расстройств, без каких-то этих состояний тяжелых, без неверия в себя и так далее, и так далее. Вот, допустим, я сейчас вдохнул, у меня так чуть-чуть сделалось, потому что как раз-таки, когда ты снимаешь вот это напряжение, то грудная клетка может так даже немножко щелкать, знаешь. Вот чувствую, когда делаю, вот тут вот начинает расслабляться. Оно как бы лицо само опускает, потому что так оно напряжено, все это как стянуто. Ты делаешь здесь, автоматически все так стекает. Еще можно, получается, психологически, смотри, как делать. То есть ты вот с каждым выдохом, ты так вот вдохнул, ты выдыхаешь, и вот на уровне мысли ты вот эти пальцы все глубже входят в грудь. То есть вот эти раскаленные прутики все глубже входят в ткань. С каждым выдохом ты ощущаешь, что они как бы больше магнитятся и глубже идут вовнутрь. То есть специально это прям считать, выдыхать не надо, типа как раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Не надо. Ты просто сам, когда захочешь вдохнуть и выдохнуть, он просто сам просит. И все глубже, и как бы там такое, как напряжение, под давлением пальцы начинают все больше как бы входить в грудь. Они сами туда проникают, они сами как бы прилипают, и как будто магнитит оттуда там. То есть это вот на первом этапе чуть-чуть, видишь, кстати, чешется тоже, это хороший показатель, это значит, что оживают ткани, чуть вот как бы они почесались.
Идем дальше, ребят. То есть вот когда вы немножечко так вот как бы научились хоть немножко делать коннект, немножко идти, дальше начинаем подключать уже более углубленную артиллерию. Как я вам говорил, что наши подходы всегда будут с трех сторон, с трех граней. Психические, физические, энергетические. То есть мы сейчас работаем как бы энергетическим инструментом, мы погружаем энергетические пальцы, мы работаем с энергетикой, мы открываем чакру. При этом мы физическими нашими руками здесь и сейчас, в этом моменте якоримся и заземляемся. Потому что просто медитация это невозможно достичь, потому что это просто, ты не можешь силой мысли почесать, например, спину, да, а здесь еще глубже задача и тяжелее. Поэтому не надо думать, как бы, знаешь, что если так просто завелось, и все начали как бы делать медитации, что это правильно. Нет, это просто так завелось. А то, что я вам показываю, это гораздо более эффективнее и дает более быстрый результат здесь и сейчас. Поэтому мы идем сюда. То есть мы физически наши руки, мы энергетически все это делаем. И теперь подключаем психологически как бы мысль-триггер. То есть так как эта боль была пережита, то мы делаем что? Мы вот это ставим, коннектимся. И вот оно, как бы, знаешь, немножко, может, даже как бы не пускает, не хочется. А ты должен в своей голове, во-первых, как бы разрешить это все, принять и прям сказать, что я принимаю эту боль. То есть я разрешаю ее прочувствовать, я принимаю эту боль. И как только ты это говоришь, ты сразу должен ощутить, что у тебя внутри тут как начинается как такой, как знаешь, как реактор загудел, и пальцы сразу же... И как будто, знаешь, они как будто знают пальцы, теперь знают пароль. И вот их на страже кто-то, знаешь, security говорит пароль. И ты такой говоришь, я принимаю, разрешаю эту боль чувствовать и отпускать ее. И он такой сразу же говорит, да, вы по адресу, мы вас пропускаем. И то есть пальцы сразу же заходят теперь в грудь гораздо интенсивнее, в разы просто. Ты прям как бы начинаешь как пластилином просто играть этим всем. И просто так в голове как бы я принимаю, разрешаю эту боль. Тут я, например, в этой точке делаю. У меня сразу, знаешь, как бы немножко так, как бы немножко слюни так немного как бы горло подрагивает. То есть здесь какая-то есть эмоция, то есть есть здесь какой-то зажим. То есть здесь уже могут начаться какие-то подрагивания голоса, какое-то желание плакать, какие-то слезы. Это все ты должен разрешать. Могут всплывать истории. Ты все в это идешь смело, потому что ты исцеляешь это все. Также вот я чувствую, что у меня как раз вторая свадхистана, вторая чакра сексуальная, она тоже подвязана на это, потому что тут как бы вот эта вся любовная история всегда связана с нашей сексуальной историей и так далее. То есть это все об одном как бы. Мы проживаем это все на... Мы не можем как бы разделить это все. Жизнь взаимосвязана, чакры взаимосвязаны, и ситуации жизни взаимосвязаны. Оно не только в одном месте срабатывает. То есть начинается такое ощущение, знаешь, как оно, с одной стороны, как бы приятно, чуть облегчающее, с другой стороны, чуть тяжелое. То есть ты чувствуешь, что начинаешь погружаться, тебе немножко как не по себе, и там ты чувствуешь, что закопана боль, серьезная боль. А никому не хочется погружаться, идти в эту боль, потому что там как бы страдания, там кладбище, там закопано. Но нужно разрешить и принять это все, потому что на самом деле ты от этого не бежишь, оно не где-то там вне сидит, оно сидит внутри тебя и отравляет этим ядом. Ты не можешь от этого спрятаться. Оно тебе просто по ложке дает этот яд и портит твою жизнь. Поэтому нужно разрешить, нужно пойти смело в этом, нужно быть сильным сейчас в моменте. Или наоборот, позволить себе быть слабым, но пойти туда и плакать или что угодно, любую реакцию проявлять, которая просит твое тело здесь и сейчас. У меня вот дыхание учащается, и такое боль, знаешь, как вот чувствуешь, что тут что-то происходит, что-то выпускается. Как бы дрожит голос, как бы. Как бы такое отдаленное желание заплакать, но как бы заплакать я не могу и не хочу, но вот какие-то предвестники такого состояния, как будто ты хочешь заплакать.
есть что-то там выпускается, что-то проживается. И то есть ты, смотри, ты не только вот по этой серединной линии, это мы как бы начали здесь, а дальше ты вот так вот каждый, вот все груди слева, справа, ты везде это все исследуешь, находишь, если где-то болевые точки, ты их тоже вот так вот аккуратно, так же самое, не сильно давя физически, а больше вот таким образом, как я тебе сказал. Плюс ты можешь подключить для более сильной проработки. Вот, например, ты ушел сюда, и здесь ты нашел как бы такой, как шарик, как уплотнение. Ты смотри, что можешь делать. Ты можешь прям физически вот так вот этот ущипнуть, защипнуть, вот так вот. И неважно, вот смотри, ты же через пальцы мог вот передать и вот это вот подключиться, сделать вот это вот ощущение слияния, да, с телом. Так вот, неважно, ты можешь это делать через ладонь, можешь делать через пальцы, кончики пальцев, а можешь это делать через прям непосредственно щипок. Ничего, от того, как ты ставишь пальцы, не меняется вот эта суть этого всего. Поэтому ты берешь, захватываешь вот этот момент, где у тебя болезнь, вот, например, здесь, и чувствуешь, у меня какое-то напряжение есть. Ты вот так вот пальцы погружаешь, как бы защипываешь, физически начинаешь подавливать тоже, чтобы боль появлялась. И так же самое растапливаешь туда. То есть у тебя как два раскаленных прутика, вот эту вот ткань начинает растапливать. И ты можешь погружаться туда. И получается, единое вот это напряжение ты как бы разрыхляешь туда. Это оно становится не такое вот напряженное, а как бы раскисает чуть-чуть, потому что ты любыми вот так вот как бы пальцами, как тебе хочется, как ты чувствуешь. Можно вот так вот видишь. То есть по-всякому доверься своему чутью. Твоя задача вот это все взрыхлить, как бы. Вот это, а там, где боль, напряжение, пойти туда, проработать это место. Здесь, вот здесь, у основания также шипки. Здесь очень больно. Вот так вот вдоль груди всегда очень больно. Ты можешь схватить вот так вот кусок и как бы вот этого как бы так выжимать, задушивать, как бы вот представь, это же как бы зажим, это напряжение. Это как живое существо такое, которое вибрирует. А ты его так вот схватил и душишь его. Душишь. Он как бы хочет вырваться, потому что он как бы вот хочет вот так вот делать. А ты его ни хрена, все, я тебя принимаю, отпускаю. Я тебя вырываю, не хочу больше с тобой жить. И так вот как бы все. Я хочу быть свободным, я хочу любить, я хочу жить на полную. Вот такие ты себе мысли. И продушишь вот так, ну, расходится, понимаешь? Где-то сильнее физически боль. Хочешь проситься, добавь физические боли. Добавь, не бойся, боль в данном случае, она исцеляет. Это не та боль, которая тебя травмировала. Потому что, условно говоря, вот смотри, у меня нигде не больно. Почему? Потому что когда-то было жутко больно. Потому что психологическая боль, она в теле конвертируется, превращается в зажимы. То есть это даже не физическая боль, типа я щипаю, поэтому больно. Нет, не должно быть больно. Ты своими руками в любой точке своего тела, где не ущипнешь, должно быть не больно. То есть представляешь, насколько мир перекручен, что считается, что это больно. А на самом деле просто все люди живут в боли, они зажимные. И поэтому, так как все зажимные, все и думают, что когда щипаешь, больно. А на самом деле, когда ты все это выпускаешь, тебе не больно вообще. И тебе попробуй еще вообще себя как-то поранить. А потом становится тело очень такое не хрупкое, а прям такое мощное. Оно становится прям такое эластичное. Оно удары держит, оно все держит, оно становится живым, настоящим, живым. Потом дальше не бойся, если какие-то синячки и так далее там будут, это нормально, потому что что такое синяки? Это, по сути, там, где было неверное кровоснабжение, нарушенное, там, где были ткани полухрупкие, ты туда сделал воздействие, и оно, конечно, там все поломалось, да, как бы потому что оно было хрупкое, сосудики вот эти, все такое. Ты в итоге это дело как бы дал такую, поломку, и в итоге организм сам на том месте начинает собирать уже новый, подчиненный как бы участок тела, и все. И получается второй раз, когда ты там попробуешь сделать, ущипнуть или что-то, у тебя уже больше не будет подтеков там, потому что там уже исцелено. А изначально, если ты не будешь это, у тебя будет вот это все тело такое полухрупкое, полунадломленное, полу в зажимах. А зажимы это и есть такая штука, которая, условно говоря, там содержит застой лимфы, там содержит все проблемы кровоснабжения слабое. То есть болезнь, возможно, развитие болезни только в области, в которой существует зажим. Там, где нет зажима, там организм сам все убирает, все нормализует, все приводит в баланс. То есть, по большому счету, если мы так прямо сделаем грубым мазком,
то первичная задача любого человека избавиться от зажимов, это уберет и психологические психотравмы боли, это уберет физические все вот эти перекосы, блоки и так далее, которые воздействуют, которые ты тело болит непосредственно. Потому что боль это и есть спазм. Понимаешь, это как последствия зажима и так далее, и так далее. И непосредственно энергетически, то есть твоя чакра, она всегда хочет работать, она всегда выдает эту как бы энергию. Но здесь из-за того, что как саркофаг, как крышка из-за вот этого зажима закрыла, то твоя, она не может на улицу выйти, как бы не может наружу пойти. И оно там как закрыто, как огонь под крышкой. Только дай, и оно начнет гореть вот этими клубнями энергии, понимаешь? Поэтому твоя задача вот это все везде. Боль не помеха, то есть ты идешь туда, вот да, она, и тебе не хочется, где-то больно, где-то слезы, где-то, прям это, где-то может даже чуть-чуть подташнивать, это окей. То есть твоя задача на первом этапе избавиться от зажимов, то есть проработать вот это и избавиться. И когда ты прошелся по всей груди, везде, сначала вот так вот, да, потом чуть-чуть где-то прощипывал, то есть все, ты как бы оставил, где-то у тебя там подтеки остались, где-то все, то вторым этапом глобальным мы идем туда восстанавливать целостность души, энергии и давать того, чего нам не хватало, что непосредственно как бы давать антидот, потому что тебя отравило и поломало от огромного количества боли. А у боли есть антидот, любовь, забота, поддержка. И получается, смотри, какой интересный момент. Если на первом этапе мы работали как бы физически, то есть мы работали через макродвижение, то есть мы работали через непосредственно, то есть ты прям физически видел, как я руками в камере, вот я переводил, то есть я пальцами шевелил, я ходил и так далее. То есть это движения внешние, физические, которые заметны нашему глазу. Но существуют также движения, которые незаметны нашему глазу. Например, вот чтобы ты понимал, о чем идет речь. То есть когда ты обнимаешь, например, человека, там, мать, или какого-то любимого там подругу свою, и где нету, например, никакого там сексуального подтекста, например. То есть ты обнялся, и ты чувствуешь, что это... Вы вот просто руки поставили друг другу и обнялись. И ты чувствуешь, что посыл этого всего, он именно вот этот вот дружеский, любовь именно не как к сексуальному партнеру, а как вот в таком плане любовь. И другое дело, когда ты обнялась, например, с парнем, который тебе нравится, или ты ему нравишься. И это другая, это вроде вот с точки зрения физического мира, внешнего, вы так же самое обнялись и ничего не действует, ничего как бы не происходит, вы вот просто прилипли друг к другу, но внутри происходит целая другая гамма, другой мир, то есть вот это микродвижение, микроимпульсы, потому что мы, как высокочувствительные люди, можем чувствовать, что происходит внутри нервной системы, понимаешь? И, соответственно, нам не обязательно физически двигать для того, чтобы по-настоящему воздействовать. И вот на втором этапе мы не будем физически двигать рукой. Мы берем что? Мы берем ладонь, мы ставим ее, вот, например, сюда, на центр груди. И смотри, что мы делаем. Можем одной ладонью, можно двумя. Это как ты чувствуешь, как тебе будет хотеться. Я, например, сейчас хочу двумя. И вот я как поставил руку, я больше ее с места не сдвину. И смотри, что ты делаешь. Ты просто ставишь руку, и через эту руку передаешь эмоцию любви, принятия, заботы, поддержки. Вот просто ты ставишь туда, ты же понимаешь, что ты можешь, вот, что значит вот это, то есть, допустим, если ты мать там, да, и ты знаешь, что такое ребенка, ты же любишь своего ребенка, и как ты его вот обнимешь иногда, когда ты в хорошем расположении духа, и вот ты прям вот как бы с этой вот любовью такой, ну, прям как свое, материнское, любимое. И ты как бы можешь же вспомнить это ощущение, что происходило. Или к своему любимому мужчине, когда ты, вот уже как бы не то, что так сексуальное желание, а именно вот любовь, ты его любишь. К матери, не знаю, там, к родине, там, к чему угодно, что, где у тебя настоящая искренняя какая-то любовь, вот прям такое. И вот ты же знаешь это ощущение, ты его помнишь. Так вот возьми и через руку свою, прям туда, вот этот обогрев, это называется обогрев. Дай этот обогрев этой любви. И при этом сделай формулировку, секретный код, вот этот ключ доступа, который звучит так. Пустота там, где боль. Вот закрой глаза, поставь руки и в голове внутри себя скажи и прочувствуй прямо эти слова. Пустота там, где боль. И давай туда любовь, и ты будешь чувствовать, как оно пошел процесс просто. То есть ты туда, получается,
как бы закачиваешь, ты сливаешься в едином и закачиваешь туда в любовь. То есть твоя рука является проводником этой любви и воздействует на тонком импульсе нервной системы туда прям. И так же самое оно как бы как... Так же вот как через эти прутья, только тут теперь не прутья, а как будто такая вот, как теплая твоя плита, оно просто соприкасается и с любовью туда начинает давать просто. И пустота там, где боль. Сразу какие-то бульканье пошли в животе. Вот сразу же, сразу жара, жарко очень стало. То есть ты прям чувствуешь, что ты раздаешь, как будто как камин. Ты как бы руками так давишь, где-то на 3-4 балла, но не так сильно, что прям напрягать руки. Но все-таки как бы не просто положил и поставил, а ты как бы, да, ты вот подключил туда и прям вот туда, вот это вот тепло туда, знаешь, вот как бы вот такая штука, и пустота там, где боль. И в голове вот эту любовь отдаешь ситуацию. Можешь любую ситуацию, если какая-то всплыла, отдать, залюбить. Если что-то в голову пришло, где тебе как было очень сильно тяжело, иди туда, отдай эту любовь, проживи ее, добавь. Добавь этой любви того, чего тебе тогда не хватало так сильно. Тут такие чувства начинаются в груди, что их тяжело описать словами. И когда ты вот это сделаешь, ты сразу почувствуешь, то есть это... Ты такого как бы не чувствовал никогда чувства без этого. Без вот такого отогрева, без такого вот, чтобы руки так приложить и делать. В жизни ты так не почувствуешь такое чувство. И накачивай туда, накачивай этого всего, накачивай. Как будто температура, знаешь, 40, как будто наш весь горешь просто. То есть могут происходить с вами самые любые реакции, слезы течь. Может тело проситься как бы по-другому, чуть-чуть как-то там подтянуться или что-то сделать, другую как форму набрать. То есть внутри может быть как бы боль, может и виляние. То есть вы должны просто сейчас принимать, быть открыты ко всему и проживать туда, закидывать эту энергию, закачивать ее туда, открывать эту чакру, понимаешь? Избавляться от этого, от той боли, которая непосредственно это все и закрыла. Позволь любой тип движения. То есть, видишь, я, допустим, так, а теперь видишь, как-то у меня руки так расширились, пальцы. То есть, ты не контролируй, не пытайся идти вот, как, знаешь, как солдат отмуштрованный, прям так и так. То есть, доверься своему телу, доверься своим рукам, как бы пусть они займут ту позицию, как они хотят, чуть-чуть так. То есть, твоя задача вот это все, главное, физически понять, что здесь существует твое напряжение, здесь существует твоя боль. Это нужно выпустить, отпустить, и раскроется это все, и начнется по-другому. Мысли меняются сразу автоматически в глазах, в ощущении, как бы все выходит на заземление, на спокойствие, уходят вот эти все тревоги, уходит вот это все. Ты как бы, знаешь, превращаешься в версию, которая гораздо ближе к себе настоящему. То есть тебе не хочется больше там воевать, тебе не хочется тревожиться, тебе хочется просто быть в моменте, тебе хочется отогревать, тебе хочется заботиться о себе, тебе хочется выпустить всю эту боль из себя. Ты готов ее отпустить. Пустота там, где боль, понимаешь? То есть вот это вот все, вся вот эта боль, она атрофировала, она сделала тебя как бы неживым немножко. Ты предал себя из этого, ты забыл свой путь, потому что это все был не твой выбор. Это
Это с тобой как бы сделали, с тобой так жизнь распорядилась. А теперь ты впервые можешь иметь возможность жить так, как ты считаешь нужным, выбрать, где добро, где зло, убрать то, что тебе мешает. То есть до этого ты не мог, оно как бы с тобой случалось. А теперь ты можешь, вот проработав конкретно вот эту вот область, избавиться от этой боли. И по мере того, как мы на полной программе будем проходить каждую область, совершенно, это тут мы так проработали, там совершенно по-другому, другая, вообще ничего общего даже нету, совершенно другими и даже подходами, даже физически это будет восприниматься другие, и мыслеформы, все абсолютно другое. И когда ты проработаешь так каждый из центров, вот тогда представь, что с тобой будет. То есть ты состоишь вот из этих 7 центров, и каждый, когда начнет максимум работать свой. То есть это совершенно другая личность, другая судьба, другая жизнь. Потому что сейчас ты живешь именно так, как живешь. Потому что у тебя, внутри тебя, с той болью, с теми запретами, с теми закрытиями, как есть. Вот как ты можешь, так и делаешь. А теперь представь, перемножь это просто на эту силу, на всю эту энергию, на все это, на другие поступки, мысли, поведения. Вот тогда и получается другая судьба, другие знакомства, по-другому тебя воспринимают, свое призвание, предназначение, ты все понимаешь, потому что у твоей нынешней версии, потому и нет признания, там, предназначения и так далее, потому что ты не понимаешь, кто ты запутался. А когда ты вернешь себя, оно автоматически придет к тебе, потому что ты себе разрешишь то, что ты сегодня себе запрещаешь. Там, где ты думаешь, ты недостаточно хорош, у тебя недостаточно экспертизы, кто ты такой, да, чтобы вообще, мое дело маленькое, маленький человек, там все. Вот так ты себе очень плохо думаешь, ты себя не ценишь. Но выпустив и открыв это все, ты превратишься в настоящую версию себя. И вот тогда жизнь меняется по-настоящему. Не тогда, когда ты отдельные какие-то практики сделал, там, на ретрит поехал, еще что-то. Это все классно в формате, знаешь, как факультатива, то есть как бы в формате саморазвития. Но этим отдельными кусками ты не починишь и не выстроишь систему. Потому что здесь нужен капремонт. От того, что где-то там ты чуть-чуть что-то изучил или сделал, или это, ты не починишь от этого там, где нужно вот прям от начала до конца пройтись и все восстановить. И вот здесь я этим и занимаюсь. Другой взгляд на человека восстанавливать под ключ тебя от А до Я. Все центры в том порядке, как мы именно начали, непосредственно с груди. Откуда бы ты знал, что именно с груди? Ты бы пошел, допустим, там, с первой чакры, и все, и зашел бы в тупик. И знаешь, сколько таких тупиков по пути? Когда ты пойдешь неправильно, который я проходил 10 лет, где-то побочку схватишь, где-то еще что-то с тобой произойдет. Потому что ты делаешь неправильно, не так, как оно заложено по алгоритмам. Но когда у тебя есть практика, годами, сеансы, тысячи клиентов и так далее, ты уже знаешь каждого человека, каждый психотип, и ты можешь поделиться этой картой, чтобы человек не блуждал. Вот именно этим я как бы, это и есть мое призвание, вот от этого я тащусь, вот это и есть моя жизнь, это как мой второй ребенок. То есть это не просто какой-то для меня бизнес или еще что-то. Это мое, мне без этого просто плохо, скучно и неинтересно жить, понимаешь? То есть это моя душа, это моя реализация, это реализация моей души в социуме, понимаешь, в материальном мире. И это меня, естественно, кормит и позволяет мне жить как миллионеру, богатому человеку, это все да. Но деньги здесь идут только в той степени, в которой за достойные вещи надо получать достойное вознаграждение. Но прежде всего это диктуется именно страстью. И вот ты свою страсть тоже найдешь, когда ты найдешь себя прежде всего. Потому что предназначение кого, то есть тебя, то есть ты, а не просто предназначение абстрактное. Для начала нужно найти и понять, кто ты есть. Проработать, избавиться от этой всей боли. И когда ты это все сделаешь, ты будешь другим просто человеком, по-другому видеть мир. И как я тебе уже говорил о том, что ты даже будешь воспринимать других людей с полуоборота, с полуслова, потому что у тебя будет в голове дополненная реальность, и ты будешь такой думать, ага, все, вспомнил. Это Александр говорил в таких ситуациях, вот так такой-то человек себя проявляет с такими-то центрами. Ага, вот здесь вот лучше обходить, вот у этого человека такие глаза, не-не-не, лучше вот с другим. То есть ты будешь осознанно жить. И, условно говоря, человек, который, например, курил раньше, он знает, что такое курить. Он знает, как люди хотят курить, как они себя ведут, когда они хотят курить, где они собираются, о чем они говорят. Вот они понимают этот шаблон, как бы, знаешь, курящего человека. И даже когда человек уже бросил курить, спустя 10 лет, он все прекрасно это видит и понимает. Вот тут то же самое. То есть ты сейчас вот как бы в зажимах, в боли и так далее, и ты не понимаешь других, потому что ты такой же, как они. Но когда ты это уберешь из себя, ты начнешь, как бы у тебя, как бы, знаешь, как опьянение пройдет, то есть ты как бы из транса выйдешь, то есть ты думаешь, что ты сейчас как бы трезвый, но ты не трезвый, трезвый ты будешь, когда ты снимешь зажимы, то есть у тебя в голове по-другому ты начнешь видеть людей буквально по-другому, ты будешь как бы видеть их мысли, подсознание, манипуляции, ты будешь видеть их насквозь, ты будешь видеть и понимать, почему они так сказали сейчас. И ты будешь это все воспринимать так, потому что ты знаешь, потому что ты себя так вел.
И ты будешь это понимать, что они имеют в виду, что они хотят, потому что ты был таким, а теперь ты не такой. Ты теперь отсюда сверху как бы видишь, как они вот это вот там что-то суетятся, как муравьи. И ты будешь это четко все понимать. И поэтому автоматически у тебя сразу же защита от каких-то там плохих помыслов людей и так далее. Ты будешь это все видеть, чувствовать. Ты будешь, как бы у тебя будет иммунитет к любому роду манипуляциям и так далее. Ты будешь понимать, какой человек подходит на какое место, на какую роль в твоей жизни и так далее. Кому можно довериться, кому нельзя. Ты все будешь это видеть прям наглядно. А сейчас для тебя просто все как люди, как все равны. И лагерь людей делится на тех, кто доверяет никому, и те, наоборот, которые как наивные доверяют всем. А почему бы не видеть просто сознательно, просто как, знаешь, по дополненному реальностью, как просвечивать их насквозь и видеть, что, этот человек желает мне плохого, а этот хорошего. То есть вот это вот называется взрослый человек, адекватный, реализованный и так далее. Поэтому, ребята, впереди у нас большой путь, но тот, кто пойдет в этот путь, он будет вспоминать текущий момент, вот когда он начал, как до своей жизни, как Рубикон. И то есть так четко будет вспоминать. Вот до 2025 года, вот до этого момента я был одним. В прошлой жизни, как я говорю. То есть у меня, допустим, есть такое понятие, там, типа, вот, там, в прошлой жизни я вот вел себя вот так. Или там у меня какой-то знакомый или друг из прошлой жизни. То есть потому что это, это не просто, знаешь, вот как вот ты прошел какую-то там практику или ретрит или еще что-то, и у тебя как бы жизнь та же, просто там где-то чуть-чуть лучше, где-то чуть более логичнее, где-то чуть более круче. Как краску добавил. Но ты никогда не можешь сказать, что это разделило на до-после физически. То есть ты прям воспринимаешь мир, себя и все. Это как что-то радикально изменившее положение твоих мыслей, себя, восприятие, внешность. Все меняется, понимаешь? И вот это вот я называю уровень. Когда меняется на до и после. Это было вам дано, чтобы вы проработали, прочувствовали, насколько это сильно работает, насколько это по-другому, другой подход здесь и сейчас. То есть это как бы для того, чтобы вы поняли, что другой взгляд на человека – это то, что вам нужно, чтобы вы почувствовали этот отклик, что вот оно, взаимодействие психики, физики, энергетики в моменте и дает сильнейшие результаты. Но нельзя остановиться на этом и такой типа, ну все, и буду тогда теперь грудную открывать. Потому что у тебя другие центры, и они все взаимосвязаны. И в том числе, как я вот делал в процессе, у меня грудная, а тут же отдает свадхистани во второй, в сексуальной чакре. И то есть оно, понимаешь, будет все равно на одной веревочке это все. И перекосы, дисбалансы и так далее. Поэтому я сейчас прошу от вас вот под видео, поделитесь со мной, пожалуйста, что у вас, какие у вас были ощущения, как вы себя сейчас чувствуете, насколько у вас получилось по внутреннему вот пониманию, насколько вы ярко вот это все прожили, какой у вас вот результат. То есть поделитесь, мне это все очень сильно интересно. И, соответственно, можете, вот, допустим, если вы сейчас первый раз проделали, что-то там, знаете, как бы первый раз было в диковинку, вы не понимали, где-то не могли углубиться, там, пойти в концентрацию в себя и так далее. Проделайте, попробуйте потом еще это же самое, второй раз включив, вот так вот уже типа понимая, о чем примерно будет речь идти, и вот в глубину реально пойти. Потому что, я понимаю, первый раз кто-то, знаете, такой человек, что ему вообще тяжело все новое. Но второй раз это уже как бы по-другому. Вы увидите и услышите меня по-другому. И проделайте, уйдите в это состояние, доверьтесь, почувствуйте, и вы просто офигеете, потому что это меняет реально жизнь. Если тебе интересно, и ты такой, типа, что-то вот чувствуешь какой-то отклик, что-то свежее, что-то интересное, то у меня есть бесплатный курс, ты можешь просто перейти, вот сейчас ссылку поставлю, в телеграм-канал, там вот «Изменить жизнь». Нажимаешь на кнопку и попадаешь в бесплатный мини-курс из 3 занятий часовых. И ты просто смотришь, там все подробно, как будто бы он платный. То есть он сделан в таком качестве и в такой, как бы, ничего я не прячу, ничего такого там нет. Там все вот тебе показано. Вот просто бери. Сначала это работает так. Объяснил. Второе занятие. Прям на практике ты берешь своими же руками и повторяешь за мной, что нужно в теле убрать. Прям убираешь эти зажимы в теле. И все, и у тебя мгновенно меняется уже в голове там мысль, ощущение, и ты уже, исходя из этого, ты уже делаешь выводы, твое это или не твое. То есть тебе не нужно там в кот в мешке, тебе не нужно мне верить, ты можешь все это просто проверить и офигеть.